Всем доброго времени суточек, с вами Серафима Сан, и сегодня мы посмотрим, как вас видят высшие силы, на каком уровне вы стоите, и совет вам от Таро Архангелов. Давайте, это будет колода на всех двоих, почему-то хочется сказать, кто-то с подружкой будет смотреть. Вот, можете два разных совета посмотреть, и как хотите. Я иногда загадываю прошлое и будущее, может и так. Там, как вас видели в прошлом, часто, когда три варианта, к примеру, где-то прошлое, настоящее, будущее. Это просто секрет, не знаю, почему хотела сказать. Все, давайте начинать. Так, давайте медвежатки. Как вас видят высшие силы? У нас Таро Архангелов, давно уже вам не гадала. На каком уровне вы стоите? Вот как они вас видят. Так, и совет вам, что вам делать, и итог. Какой-то итог. Вот так почему-то третью карту хочется сказать. Так, как вас видят высшие силы? Ух ты, королем Рафаила видят. Очень эмоциональный, добрый, щедрый, порядочный человек. Даже королем, посмотрите, ну, если вы мужчина, то понятно, это королем, да? А если женщина смотрит, то даже не то, что как королева, а как король, просто настолько добрый человек. Знаете, кубки – это любовь, это доброта, это, возможно, самый лучший психолог в городе почему-то идет. Ну, не знаю, ну, тот человек, который дает советы. У меня вот так идет картинка. Тут написано, можете верить без опаски. Способность делать много дел одновременно, следуйте своим творческим увлечениям. Вот, помимо того, что я сказала, еще вот тут так, что вы можете одновременно много дел делать. Творческие увлечения. Вот таким человеком вас видят. Добрым, щедрым. Почему-то идет и любимый, я сзади смотрю, почему-то высшими силами. Ну, кто в кого верит, у меня пошло и любимый Господом почему-то пошло. Но здесь же разные. Смотрите, в кого вы верите. Может быть, и мусульманство, и ислам, и разные. Вот сзади вас кто-то стоит. И прям вот видно, что он вас защищает, охраняет. Корона вот золотая у вас не просто так. Ну, давайте вам совет, что они вам советуют. Ух ты, продолжайте развивать свои тайные знания. Смотрите, если меня смотрят верховные жрицы, то вам и говорят, что продолжайте заниматься вот эти вот. Также, если вы не относитесь к магии, да, просто человек, который обладает очень хорошей интуицией, да, это карта тайн. Можете, кстати, вскрывать тайны. Мощная способность к ясновидению, размышления, медитации, приносящую ценную информацию. Сохраняйте спокойствие. Вот как-то так. Все равно, даже если вы думаете, что не обладаете ничем, у вас есть ясновидение. Может быть, у вас просто подсказки во снах идут. Вот как-то так. Продолжайте развивать вот это свое. О, замечательно у вас карта вышла. Ну, тут еще тайны. Вы прям вот такой человек, прям тайны умеете вскрывать. Прямо, я не знаю, может быть, как-то дознаватель почему-то идет, я не знаю. Знаете, вот здесь вот одна сторона магии, а другая сторона, может быть, просто в полиции работаете. И вы так прям тайны вскрываете хорошо. Детектив, я не знаю, ну вот мне почему-то вот так идет. И прямо у вас вот прям вот точно знаете, вот где собака зарыта идет, прям такое слово. Такие люди будут смотреть, в погонах, возможно. Тут вот хоть у нее и пояс, а я почему-то вижу меч. То есть люди, которые вот правоохранительные органы, я не знаю. Другие не буду говорить структуры. Ну вот прям вообще. Ну прямо точно знаете, где, что, зачем. Прям так все по полочкам. Ну и вообще честный и добрый человек почему-то. Что редкость вот в этих структурах. Или даже с менталом вы работаете. Подожди, с менталом. Я хотела сказать с металлом, а пошло с менталом. Значит, есть люди, которые с менталом, именно магии, а есть, которые с металлом работают. Понимаете? То есть, например, там кузнец, ну, разные. Вот, металл. Что вы там делаете? Продолжайте развивать это вот дело. Возможно, вам это по роду передалось.
Молодцы. И третий итог. Вас ждет что-то лучшее, делайте то, что считаете правильным. Духовное искание. Вот. Для кого-то духовное искание, а для кого-то просто вот делайте то, что считаете правильным. Вы сейчас на правильном пути, вас ждет что-то лучшее даже, чем у вас будет. Поэтому все замечательно. То есть вы сейчас на правильном пути, по мнению высших сил. Продолжайте, солнышки мои. Все у вас получится. Все, давайте перейдем на другой вариант. Мудрецы, здравствуйте, мудрецы, мои солнышки. Давайте посмотрим, на каком вы уровне стоите. Как вас видят высшие силы, духи рода почему-то идет. У вас прям родовая система. Хорошо. Вот эта карта идет. И вот эта прямо жгет. И третья вам вот это совет, а это вот итог почему-то. Особенная карта будет. Давайте смотреть. Валет Рафаила. Вас видят мягким, любящим, мечтательным и с открытым сердцем человеком. Так, здесь идет у вас сейчас или была, или будет, или вот сейчас, в данный момент у вас новая эмоциональная ситуация, сообщение, касающееся отношений или приглашение в социальное мероприятие, важное открытие. Возможно, вы занимаетесь какими-то социальными мероприятиями, да, сейчас у нас праздники, там рассылайте приглашения, важное открытия тут у вас какие-то, ну, смотрите, ну что-то именно прям эмоциональная ситуация. Вот. Вот так вас видят. Хоть и валет, но валет это человек, который все-таки умеет обучаться, да, как бы ученик, да. Если в прошлом, по секрету всему света, был король, вышел, то вы тут для высших сил, что вам еще, ну, много чему надо поучиться. У вас есть шанс к этому. Много возможностей у вас будет. Так, и вот эта карта у нас... Ой, боже мой, уже забыла. Хотят закрыть. Не хотят, чтобы я вам это показала. Совет. Совет прям вот кто-то совсем не хочет. Все, вспомнила. Десятка Гавриила. Вам тут просто... Вам кто-то мешает, девочки мои. У вас кто-то есть. Просите ангелов, чтобы помогли облегчить бремя, взваленное на ваши плечи. Вы чересчур много работаете и слишком стараетесь угодить другим. Вот вам такой совет. Понимаете? То есть, может быть, много приглашений разослали, в социальных мероприятиях активно участвуете. Ну, если вдруг и не участвуете, вдруг вот. Просто эмоциональная какая-то ситуация у вас в данный момент. Да. Важное открытие у вас сейчас, в данный момент, в которых, в этих открытиях вы чему-то прямо научитесь. У вас сейчас какая-то обучающая миссия. Вам что-то надо пройти, чему-то научиться. Вот так тут идет. Даже какие-то родовые сценарии. Не зря я про род сказала в самом начале. Вот здесь, ну-ка, сейчас, минутку. У вас какие-то проблемы тут. Я просто специалист по негативу в основном. Это мой экспериментальный канал, что ждет на пороге на дороге. Ну вот в этом я мастер. Нет своего энергоресурса у кого-то. К вам кто-то присосаться пытается. Нет своего ресурса. Почему у меня такая пауза была? Не хотели не дать вам сказать. Вам защиты надо просить у ангелов. Война чужими руками тут у вас. Кто-то через третьих лиц пытается вас забрать ваше. Вот своего ресурса нет. И самое интересное, искренне вам лжет, что он ваш друг. Но высшие силы как бы за вас. Не зря вот тут у вас есть защитник. Но вам надо еще больше молиться, почему-то идет. Не все они берут в работу. Вот, не знаю, кто понимает, не понимает, кто не сталкивался с магическим негативом. Ну вот ваш первый раз. Кто сталкивался, тот меня понимает. Есть защита, они отказываются, чтобы вот так было, чтобы с вас ресурс выкачивали. Знаете, кто-то вам
к вам хочет присосаться, к вашему ресурсу. Но для этого вам нужно еще больше молиться и защиты постоянно ставить. Тот, кто кабалой владеет. Как неожиданно, вообще просто неожиданно. Я не собиралась тут про негатив. Ну, раз вот так вот я почувствовала. С кабалой работает. Вот он, ваш враг. Ничего себе я вам тут рассказала. Женщина вот такая ваш враг. С низкой социальной ответственностью. Очень расчетливая. Влияет на вашу визуализацию. То есть, чтобы вы, если вы чем-то обладаете, там, мечтаете о чем-то, чтобы не сбылись мечты. Вот на визуализацию вашу. Вот как-то так подкрадывает вас. Тут крадники. Потому что нет своего ресурса, и что-то она хорошее у вас подкрадывает. Но это именно вот духовное что-то, ментальное что-то. Ну вот работает она на кабале. Ну или кому-то обращается. Вот так, девочки мои. Кому нужно на магический негатив, подписывайтесь мой на другой канал. Истина Таромагии, лабиринты, враги и завистники. Вот там подробно мы все рассматриваем. Ну, нечаянно у вас тут вышло. Вот это вот и есть защита ваша. Просите защиты. Вам нужно защиту. Просите ангелов. Не просто так вам сейчас вышло. Потому что у вас влияние сейчас. Так. Они пытаются останавливать как могут, да, но для этого нужно тоже как бы молиться. Ну или другие способы. Сами думайте. Шестерка Михаила. Это как бы итог, да? И тогда вы увидите свет в конце тоннеля. Облегченно вздохнете и будете строить новые планы. Также у вас на пороге какой-то переезд или путешествие, возможно, отпуск, там что-то такое. То есть переход на какой-то или духовный уровень, или вообще новый уровень, или вот какие-то глобальные. Вот это у вас хотят забрать и стянуть, я вам сразу скажу. Да, на пороге это стоит. Но сейчас вам надо или это счищать, или молиться самому. Вот как-то так, солнышки. Ну, какой-то... Не зря вы выбрали мудреца. Это у меня, видите, какой мах красивый. Обычно у меня на других каналах выбирает его по магическому негативу. Именно практики, девочки-солнышки. Совет вам еще. Ой, ты му. Некропривязки. Вот женщина, вот обратно идет. Императрица. И лже-король еще вышел. Тут еще замешан. Собственные выгоды ищет. Как же у вас вот это вот забрать себе, чтобы у них испортить вам, вот идет слово, чтобы вам испортить это, а у них все исполнилось. Вот некропривязки. Ой, они тут с некротикой работают. Ну, простите, выберите другой вариант. У вас вышло так. Надеюсь, вам помогли мои подсказочки, солнышки мои. Пока-пока, до новых встреч.